Я гравирую, у меня очень маленький опыт, но некоторые ошибки я допускал до этого, и сейчас хочу отгравировать без ошибок и показать, какие нюансы есть при гравировке на станке с ЧПУ. Первое, что должно быть сделано, это черновой слой, который должен быть отфрезерован в ноль. Что значит в ноль? Это значит, что высота инструмента по отношению к материалу здесь и здесь, и здесь, и здесь должна быть одинаковой. Точка касания инструментом 0, например, это поверхность материала, и она должна быть везде одинаковой. Не может быть такого, точнее, если у вас не сделана предварительная подготовка поверхности, гравировка не получится, потому что бывает такое, что здесь у нас фреза коснулась материала, а здесь она, например, висит в воздухе, не дотянувшись, а здесь она заглубилась и засверлилась в материал. Этого нужно избегать, для этого мы будем фрезеровать кусок фанеры, жестко закрепленный в 5 точках, для того, чтобы этот уровень выгнать в ноль. Создаю вортками траекторию выборки фрезой 12 мм. 12-миллиметровая фреза. Обязательно необходимо настроить высоту безопасности, которая будет выше, чем элементы, которые крепят вашу заготовку, чтобы фреза не задела за них. Либо траектории должны быть такие, при которых фреза никак не зайдет в зону креплений. И также нужно учесть при ходах фрезы, чтобы не были задеты не только самой диаметром фрезы, а еще и цангой. Использую программу Match 3. Когда мы загоняем в примерный ноль, с которого мы хотим стартовать фрезой в программе, мы должны обнулить эти оси. Это у нас будет считаться нулем, но не тем физическим нулем, который есть у стола относительно концевых выключателей, а тем нулем, от которого мы хотим отталкиваться при выполнении данного G-кода. Для того, чтобы изменить дискретность шагов, необходимо нажать клавишу Tab на клавиатуре. Выскочит боковое меню, в котором можно изменить вот этот режим. Тогда не будет ехать непрерывно, а будет шагать с тем шагом, который вы здесь ему задаете. Это может быть 1 мм, либо это может быть 0,1 мм и так далее. Насколько точный ваш станок, это уже второй вопрос. После того, как этот слой был снят, я просверлил отверстие для того, чтобы закрепить мою заготовку саморезами. Конечно, идеальный вариант вакуумный стол, но я не сын олигарха и не могу позволить себе пока приобрести остальное оборудование. Для закрепления заготовки я проверяю ее прижим по отражению. Не знаю, тут по отражению, наверное, не видно будет. Ну, в общем, она практически не гуляет в сравнении с тем. Нет, конечно, есть. Я еще камерой, да. Нет, конечно, есть гуляние. Завершающая часть. Уже отгравированный макет, отгравированная нержавейка. Из нюансов: нержавейка вся покрыта пленкой, которая защищает полированный слой от исцарапывания, от царапин. И вот здесь видны пленочки. В общем, я когда гравировал, я не снял пленку, ее нужно снимать. Когда вы закрепили заготовку, пленку нужно снять, иначе она забивается, и ее потом очень тяжело выковыривать из рисунка. Вот таким образом. А здесь рисунок покрупнее, поэтому пленку мне было удалить отсюда проще. Кусочки пленки набитые, они все равно имеются. В общем, необходимо эту пленку снимать.